Самая большая трагедия дома Таргариенов заключается в том, что однажды они сами поверили в собственный миф. Поколение за поколением Таргариены убеждали себя, что кровь дракона делает их особенными, что они стоят выше остальных людей, что именно происхождение дает им право править целым континентом. Железный трон, выкованный Рейганом Завоевателем из мечей поверженных врагов, стал воплощением этой идеи. И нельзя сказать, что они совсем заблуждались. Среди Таргариенов были выдающиеся завоеватели, талантливые полководцы, мудрые реформаторы и сильные правители. Но были и жестокие тираны, безумцы, слабые короли и люди, уничтожившие собственную династию изнутри. В этом видео мы разберем, как привилегии дома Таргариенов стали источником его главных проблем. Почему драконы, чистота крови и убежденность в собственном превосходстве оказались не величайшим даром, а проклятием, которое поколение за поколением вело эту семью к саморазрушению. И начать стоит с предыстории. До завоевания Вестероса Таргариены были всего лишь одним из 40 драконьих домов Валирии. Великими они не считались и по влиянию заметно уступали многим другим семьям. Сама же Валирия была величайшей державой своего времени, богатой, могущественной и при этом глубоко жестокой. Она держалась на магии крови, рабском труде и уверенности в том, что валирийцы стоят выше всех остальных. Именно там и родилась идея о том, что кровь дракона делает человека особенным. Но тут возникает простой вопрос: зачем драконам вообще нужны люди? Точного ответа Джордж Мартин не дает, но по многим намекам можно понять, что валирийцы не просто приручили драконов. Скорее всего, они с помощью магии крови создали между собой и этими существами особую связь. Не просто хозяин и зверь, а нечто гораздо более тесное. Именно поэтому в роду Таргариенов не раз рождались мертворожденные дети с драконьими чертами, с чешуей, перепончатыми крыльями и хвостами. Подобное случалось и у Дейенерис, и у Райниры, и у других представителей дома. Многие мейстеры и септоны считали это следствием древних валирийских опытов с магией крови. Эта связь была куда глубже обычного приручения. Дракон чувствовал своего всадника, откликался на его эмоции и позволял управлять собой, но при этом никогда не становился полностью ручным. И в то же время без людей драконы дичали, они становились просто высшими хищниками. Одичавшие драконы, вроде овцекрада или каннибала, просто жили на драконьем камне, охотились, защищали свою территорию и вели себя так, как и положено диким зверям. Именно этот союз людей и драконов и стал основой могущества Валирии, а позже и власти дома. Но драконы были не единственным наследием Валирии. Некоторые Таргариены обладали еще одним редким даром – пророческими видениями, известными как драконьи сны. Эти сны могли показывать будущее, но почти никогда не объясняли его. Они приходили в виде обрывков образов и символов, которые каждый трактовал по-своему. Именно такой сон однажды увидела Дейенис Сновидица. Она предсказала гибель Валерии и убедила свою семью покинуть империю. Они перебрались на Драконий камень, а спустя несколько лет Валерийский рог уничтожил одну из величайших цивилизаций в истории. Казалось бы, этот дар должен был стать величайшим преимуществом их рода. Но очень скоро выяснилось, что пророчества редко спасают людей. Гораздо чаще они сводят их с ума. Большинство Таргариенов видели лишь обрывки будущего, пытались понять их смысл и, стремясь избежать предсказанного, сами приближали катастрофу. Но если Драконий камень стал для Таргариенов убежищем, то Вестерос стал местом, где они окончательно поверили в собственную исключительность. В Валирии они были всего лишь одним из 40 драконьих домов. Да, влиятельным, но далеко не самым могущественным. Им приходилось жить среди таких же семей, обладавших драконами, магией и древней родословной. В Вестеросе же все было иначе. Здесь не существовало никого, кто мог бы сравниться с ними. Никто больше не летал на драконах, никто не обладал валирийской магией, никто не мог бросить им вызов на равных. После завоевания Таргариены стали единственной семьей, обладавшей силой, которой не было ни у кого другого. Именно тогда чувство собственной исключительности перестало быть просто частью их культуры и превратилось в основу их мировоззрения. Они больше не считали себя одной из великих семей, они начали считать себя семьей, которая сама судьба предназначила править остальными. Именно эта мысль впоследствии станет одной из главных причин их расцвета, а затем и их падения. Когда одна семья убеждает весь континент, что ее власть дарована самой судьбой, а любое сопротивление обречено, внешний враг постепенно перестает быть главной угрозой. Пока они владели драконами, ни один великий дом не мог всерьез бросить им вызов. Старки, Ланнистеры, Баратеоны и другие лорды могли быть недовольны, спорить или сопротивляться, но никто не обладал силой, которая могла бы свергнуть династию. Именно поэтому главная опасность пришла не извне, а изнутри.
Когда исчезает общий враг, борьба начинается между теми, кто еще вчера сидел за одним столом. Именно это произошло во время Танца драконов. Война между Рейнирой и Эйгоном была не просто борьбой за престол. Это был момент, когда вера Таргариенов в собственную исключительность обернулась против них самих. Никто из них уже не был готов уступить, потому что каждый искренне считал себя единственным законным правителем. Так династия, которую столетиями не могли победить враги, начала уничтожать саму себя. После Танца драконов Вестерос изменился навсегда. Таргариены больше не могли просто сжечь непокорный замок или навязать свою волю силой. Их главное преимущество исчезло. Чтобы удержать власть, им пришлось искать союзы и заключать браки с представителями других великих домов. Но в их сознании ничего не изменилось. Таргариены по-прежнему считали себя выше остальных. Из-за этого династия постоянно металась из крайности в крайность. То соглашалась на политические браки ради выживания, то сама же их срывала, наживая новых врагов. Яркий пример – дети короля Эйгона V, которые предпочли личные желания династическим союзам, оставив лишь обиду великих домов. Каждый сорванный брак и каждое проявление таргарианского высокомерия постепенно подтачивали их власть. Великие лорды все меньше понимали, зачем терпеть капризы правителей, за спиной которых больше не стояли драконы. Гордыня оставалась прежней, а реальная сила исчезла. Оставалось лишь дождаться искры. И этой искрой стал Эйрис II, король, вошедший в историю как безумцем. Но безумцем он был не всегда. В молодости Эйрис считался вполне способным правителем. Однако годы подозрительности и полгода плена в сумеречном доле окончательно сломали его психику. После этого он видел заговоры повсюду. Потеряв драконов, он попытался заменить их диким огнем и начал править страхом. Роковую ошибку Эйрис совершил после исчезновения Лианны Старк. Когда Рикард и Брандон Старки прибыли в Королевскую гавань требовать справедливости, он приказал казнить их, а затем потребовал голов Роберта Баратеона и Эддарда Старка. После этого восстание стало неизбежным. Великие дома поднялись не только потому, что Эйрис нарушил все законы и традиции Вестероса. Они поняли, что Таргариены больше не обладают прежней силой. Без драконов их можно было свергнуть. И в этом кроется главная ирония всей истории. Эйгон Завоеватель, единственный человек, который действительно мог править одним лишь страхом, прекрасно понимал, что одной силы недостаточно. Он сохранил старые законы, оставил лордам их земли и построил систему, в которой им было выгодно оставаться частью единого королевства. Эйрис оказался полной противоположностью своего великого предка. Не имея ни драконов, ни прежнего могущества, он решил править так, словно все еще был неприкасаемым. Когда Джейми Ланнистер вонзил меч в спину Эйриса, он не просто убил безумного короля, он поставил точку в истории династии, которая начала разрушать себя задолго до восстания Роберта. Правда в том, что дом Таргариенов пал не из-за Баратеонов или Старков, он проиграл самому себе. 1,5 столетия династия жила с уверенностью, что кровь дракона делает ее выше остальных, но как только исчезли драконы, этот миф начал рассыпаться. На этом я заканчиваю свой рассказ. Если вам понравился ролик, поддержите его лайком, подписывайтесь на канал и делитесь своим мнением в комментариях. До скорой встречи!